Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я плела такое изделие. Что это за изделие, из каких ниток. Значит, плела из ниток, которые светятся в темноте. Вот, заказала два вида, по 2 мотка. Больше не стала заказывать. Ну, это на проверку. В каждом мотке 70 метров. Вес 50 грамм. Здесь это все не указано. Это указано на сайте. И вот, чтобы не забыть, я сюда написала. Минус 12 метров. Это я отмеряла, чтобы сплести вот этот узор. Значит, 12 метров я отмерила с этого мотка и 12 метров с этого мотка, чтобы знать, сколько у меня осталось на будущее. Значит, это изделие я позиционирую как ручку на сумку. Вот, брала карабины, покупала. Вот такие. Можно прицепить дальше к сумке. Так, плела вот на таком приспособлении. Покупала на Алиэкспрессе. Здесь она писала сантиметры, здесь, скорее всего, дюймы. Ну, не знаю, не замеряла. Так, это приспособление называется на Алиэкспрессе, кто будет искать, плетеный инструмент, вязаный инструмент акриловый. Вот как звучит. То есть это пластмасса. Ну, у кого есть рукастые мужья, можно самому сделать. Кому понадобится, напишите мне, спросите, и я вам дам все параметры, чтобы можно было сделать из дерева. Вот. В принципе, он несложно делается, я так думаю. Вот можно самим сделать, потому что на Алиэкспрессе он дороговатый все-таки. Но в одном из видео я уже показывала, как я плету. Рассказывала про всякие узлы, как они плетутся, направление. И у меня там приспособление было другое. Ссылку я на это видео дам. Можно плести точно так же, как я показывала до этого. Дальше. Вот. Из 12 метров, значит, как я сказала, 12 метров этого, 12 метров этого использовано. В итоге изделие получилось длиной 33 сантиметра. Также в прошлом видео я рассказывала про шпульки, на которые нужно наматывать нитки. Наматывать нужно обязательно, потому что нитки будут длинные, и вы запутаетесь. Значит, шпульки есть вот такие, фабричные. Вот это пластик. Лучше вот такие покупать. Это картон. Быстро ломается. Ну, я ломать сейчас не буду, я в том видео показывала. В крайнем случае можно самим вырезать типа катушки. Здесь надрезы сделать, чтобы заправлять нитки. Вот как и здесь. Вот. И самому сделать такие заготовки из картона. К этому приспособлению в дополнение идут зажимы. Вот такие. Но если кто будет сам делать, если найдут такие зажимы, можно такими воспользоваться. А можно вот такими. Вот. Я плела
зажимала и вот таким зажимом. Вот. И даже им удобнее. Что хочу сказать по поводу пряжи. Не знаю, как она еще вяжется, но плетется тяжело. Потому что нитка не крученая. Вот. Тяжело узлы завязывать, сразу говорю. Вязать не вязал еще, не знаю, не буду ничего говорить. Где можно, на что можно использовать, допустим, вот такой узор? Ошейник для собаки. Ночью, если гулять с ней, ее будет видно по ошейнику. Можно браслет связать. Как я говорила, ручку на сумку. Ну, кто на что придумает. Ну, давайте приступим. Значит, к этому приспособлению прилагаются собственные зажимы. Но они рассчитаны, чтобы здесь были только нитки. Они очень тугие. Поэтому мне нужно зажимать карабин. И я взяла вот такой зажим. Но карабин мы будем устанавливать вот так. Вот он открывается. А нитки будем навешивать здесь. И вот так зажмем. Вот. Вот таким образом. Вот схема. Схема очень простая. Я уже одно видео показывала, как работать с подобными схемами, но еще раз вам покажу. Значит, берем нитки и отрезаем. Вот нам нужно 6 ниток одного цвета, 6 ниток другого цвета. Я каждой нитки, вот это одна, 4 метра отрезала, 4 метра другой, 4 метра этой. Всех по 4 метра. Свернула пополам. Вот, берем концы. Значит, это одна нитка, 4 метра у меня. Находим центр, середину. Так, берем карабин и, как я говорила, вот на эту сторону навешиваем. Значит, вот этот цвет у меня будет считаться темным. Так, сюда в карабин. И в петлю протягиваем эти хвосты. Так, вот. Получилось 2 нитки. Берем следующую. Тоже 4 метра. Тоже также навешиваем на карабин. И протягиваем. И так поступаем со следующей и с этими. Так, повесила я все нитки. И теперь эту часть зажимаем. Вот. Все, самое тяжелое мы сделали. Теперь эти нитки очень длинные. Все-таки 2 метра каждая сторона.
берем вот такие шпульки. И нужно каждую прядь намотать. Берем нитку, вставляем и наматываем. Вот сюда, на эту шпульку, 3 метра этой пряжи свободно наматывается. Но в любом случае наматывайте так поплотнее, ровно. Вообще-то есть приспособление для намотки на такие шпульки. Я дам ссылку, посмотрите, и, может быть, вы им воспользуетесь. Так, доматываем до конца и идем в обратном направлении. Ну, вот уже 2 метра намотали, а шпулька еще свободные. Значит, дальше закрепляем сюда, сюда. И можно подстраховаться еще раз. Вот. Итак, все пряди наматываем на шпульки. Их у нас всего 12. Так, ну вот я намотала все нитки. И теперь будем работать по схеме. Так, вот первый ряд. Значит, все плетение начинается с левой стороны в правую сторону. Вот так. Каждый ряд. Теперь смотрим. У нас вторая нитка накладывается на первую. И причем с наклоном влево. Так. Смотрим. Вот 2 нитки. Значит, берем вторую вот эту. Накладываем сверху на первую. И заводим вот в образовавшуюся петлю. Сюда. Получили узел. Теперь этот узел завязываем, затягиваем туго. 1 раз. И 2 раз точно так же. Накладываем сверху. Протягиваем сюда. Вот опять такой же узел. И затягиваем. И эти 2 нитки отставляем в сторону. Так. Эту точку мы с вами прошли. Вторая точка. То же самое. Берем 2 нитки. Так. Вторую накладываем на первую. И протягиваем получившееся отверстие. И завязываем. Раз. И точно так же 2 раз. Эту нитку накладываем сверху. И в отверстие. Так, давайте отметим. И 3-я точка плетется точно так же. Так, теперь эти нитки. У них направление слева направо. Причем, смотрите, первая нитка накладывается на вторую. Так, вот берем
И теперь мы узел делаем, петлю с левой стороны. Накладываем сверху и в отверстие. Один раз. И опять петлю с левой стороны и в отверстие. И в сторону откладываем. И остальные точно так же. Так, теперь эти нитки все перекладываем в правую сторону. Так, значит, это мы с вами провязали, проплели. Второй ряд. Второй ряд тоже начинается слева направо. Но здесь ничего нет. Значит, берем пару ниток. Вот, смотрим, которая левее. Вот она. И мы ее просто откладываем. Видите, она не задействована. А берем следующие две нитки. Так, вот, определились. Так, здесь у нас, значит, опять вторая нитка накладывается на предыдущую. Наклон в левую сторону. Значит, узел делаем здесь, в петлю. Раз. И опять узел делаем здесь, с этой же стороны. 2. И отложили. Следующий тоже, видите, темный цвет, то есть две одинаковые нитки берем. Так, теперь вот эта часть. Значит, смотрим. У нас осталась одна нитка вот такого цвета, а следующий идет такого. И вот эта нитка уходит влево, накладывается на эту. Вот мы так и сделаем. Опять сверху на эту. И еще раз. Так, это сделали. Следующая точка. Тут цвет одинаковый. Наклон в правую сторону. Берем две нитки, вот смотрим, как они расположены. И вот первая укладывается на вторую. И в отверстие сюда. Так, раз. И второй раз.
Так, это мы провязали, проплели. И здесь у нас ничего нет. Вот одна нитка остается не задействованным. Значит, все правильно. Перебрасываем опять на другую сторону. И будем плести третий ряд. Так, переходим к третьему ряду. Тоже направление слева направо. Здесь у нас вторая нитка накладывается на первую, которую мы отложили с вами. Смотрим. Вот она, видно, что она отложенная нитка была. А это вторая нитка идет. Значит, наклон у нас идет в левую сторону. Значит, мы на эту нитку отложенную накладываем вторую и протягиваем. Раз, узел. И опять сюда же. Два. И откладываем. Так, следующим. Один цвет идет. Вот смотрим. Вот видите, они от разных узлов. Так. А здесь тоже наклон влево, но вот смотрим, какая вот она ближе сюда. Тоже накладывается на другой цвет. Так, сюда. Раз. И еще раз. Так. Это мы прошли. Следующая темная. Вот она у нас одна осталась. Вот. Так, вот этот узел мы плетем. Темная накладывается вот на эту. Вот. И сюда один раз. И сюда второй раз. Есть. Потом два цвета одинаковых у нас идет. Смотрим, видите, они как? Вот сначала первая, это вторая. Так, наклон в ту сторону, в правую. Раз. И два. Так. Есть. И последний. Вот это у нас было отложенное в предыдущем ряду. Так, и все перебрасываем. Так, в четвертом ряду одна нитка не провязана, не проплетена. Вот мы ее должны отложить. Вот откладываем. Есть. Дальше две одинакового цвета. Вот они. Вот видно, одна от этого узла, другая от этого. Так, направление в левую сторону. Значит, вторую накладываем на первую. И затягиваем. И второй раз. Так. Есть. Дальше. Светлая на темную.
Вот у нас как раз вот, видите, это ближе. Вот светлую в левую сторону. Раз, два. Так, это есть. А вот теперь интересный. Это производная от этого направления и от этого. Как плетется. Так, берем две следующие нитки и смотрим. Сначала направление вот этой нитки, она, видите, сверху, в правую сторону. Значит, мы эту нитку укладываем сверху. Так. А потом она меняет направление в левую сторону. Значит, теперь эту же нитку откладываем вот так. Вот, и затягиваем. Дальше темная на светлую. Вот это у нас темная считается. Вот это светлая. Поставим вот сюда точку. Значит, направление в правую сторону. Вот. Так, накладываем. Раз. И еще раз. И эти две убираем. Так. Теперь вот эту вяжем, плетем. Вот здесь смотрите, чтобы не перекручены были. Вот видите, от этой стороны и от этой. Убираем. Мы эту проплели. И одна нитка у нас осталась свободная. Вот она. Перекладываем. Этот раппорт, тут всего 10 рядов, я с вами доплету, чтобы ко мне не было претензий. А далее вы уже будете самостоятельно. Вот здесь разберите. Вот это у нас было отставлено. Вот в этом, смотрите, узле, вот эта нитка более левая. Значит, вот так берем. Так, вторую накладываем на первую. Раз. Два. Убрали. Теперь опять, видите, перелом. Направление меняется. Берем светлую и темную. Сначала она идет в левую сторону. Значит, мы накладываем сверху. Так. А потом она меняет направление в правую сторону. Вот, накладываем вот так. Так, далее две темных. Смотрим. Вот, видите, они разделены. Так, вот они, две темных.
они идут сюда влево. Значит, ну, так, сверху вторую и опять вторую сверху. Так, следующее. 2 светлых. Светлые тоже идут в левую сторону. Вот, смотрим, где первая, где вторая. Вот видите? Дальше. Темная на светлую и в правую сторону. Вот темный, видите, где разделяется. Вот следующая светлая. Так. Значит, мы темную накладываем сюда. И еще раз. И 2 светлых. Так, смотрим направление. Вот они разделены в правую сторону. Так, 6-й ряд. Одну нитку отставляем. Так, смотрим. Вот она, самая крайняя. Отставили. Так. 2 темных с наклоном вправо. Так, вот одна, вот вторая. Так, вправо. Значит, берем эту, сверху укладываем и сюда. 1, 2. Теперь светлая на темную. Вот светлая отдельно, вот темная отдельно. Так, сюда же. Так, раз. И вот так 2. Так, теперь у нас перелом идет. Темная на светлую. Вот у нас темная. Вот светлая. Так, сначала направление у нас идет в правую сторону. Вот, накладываем темную на светлую. А затем направление меняется. Теперь петля с этой стороны накладывается сюда. Так, отложили. 2 светлых с наклоном влево. Вот они, 2 светлых. Значит, сначала берем вот вторую, накладываем на первую, затягиваем 1 раз и 2 раз. Так, опять у нас перелом. Темная на светлую. Вот у нас темная. Так, вот это мы плетем
Так, вот темный, вот светлый. Значит, темную на светлую накладываем. А теперь сверху, с обратной стороны, меняем направление. И одна нитка у нас свободная. Вот она. Так, теперь будем плести 7-й ряд. 2 темных с наклоном влево. Вот одна у нас была отставлена. И вот вторая рядом. Так, наклон влево. Сверху накладываем, завязываем. Раз. Сверху накладываем, завязываем 2. Так. Теперь наклон вправо. Тоже такой же цвет. Вот эту точку плетем. Значит, первую нитку берем, накладываем на вторую. Так, 1, 2. Так, теперь светлая на темную с наклоном. Вот видно, вот светлая в стороне. И близкая к ней вот эта темная. Так, светлую накладываем на темную. Так, эту сюда. И еще раз. Так, и откладываем. Теперь наклон влево. Обе светлые. Так, смотрим, как у нас тут завязано. Вот, раскладываем. Вот одна нитка, вот вторая. И наклон в левую сторону. Значит, вторую нитку накладываем на первую. 1 раз. И 2 раз. Так. Теперь у нас темная на светлую накладывается. Смотрим. Так. Вот. Видите, у нас все идет как положено. Значит, темную накладываем на светлую. 1 и 2. И 2 светлых в левую сторону. Вот у нас оставалась нитка. Вот. Значит, мы вторую накладываем на первую. Вот вторая на первую. 1 и еще раз. Так, 7-й ряд закончили. Переходим к 8-му ряду. Так, в 8-м ряду одну нитку отставляем. Вот она, левая совсем. Отставили. Берем дальше 2.
Вот видно. Так, это прошли. Значит, первую, вот эту первую накладываем на вторую. Один раз. И второй раз. Так. И опять темную на темную. Вот. Видно. И тоже в ту же сторону. То есть наклон вправо. Убрали. Теперь 2 светлых с наклоном вправо. Наклон влево, темный накладываем на светлую. Вот у нас темная. Вот видно, что она отсюда идет, а это отсюда идет. Вот. Накладываем. Так, раз. И еще раз. Светлая на светлую. Наклон влево. И одна нитка у нас остается. Вот. Вот видно, где крайняя нитка. Мы ее убираем. Так, перекладываем. Так, 9-й ряд. 2 темных влево. Значит, мы вторую накладываем на первую и завязываем. И еще раз. Так. Теперь 2 темных идут в правую сторону. Значит, мы первую накладываем на вторую. Вот сверху. И еще раз. Здесь идет перелом. Темная сверху светлый. Наклон сначала в правую сторону. А потом наклон в левую сторону. То есть накладываем сверху вот так. Так, темная на светлую. Так, вот у нас темный, вот светлая. Темную на светлую. Наклон влево. Накладываем сверху. Так, один раз. И второй раз. Есть. 2 светлых. Наклон влево.
И последний ряд. Так. Значит, в последнем ряду одна нитка у нас не затронута. Вот убираем ее в сторону. Дальше наклон идет вправо. Вот они две. Значит, первую накладываем на вторую. И затягиваем раз. И еще раз. Так. Это мы сделали, это сделали. Следующие две. Вот они. Так. Теперь темную на светлую. Вот у нас темная осталась. Наклон влево. Сверху. Завязываем. И еще раз. И светлые. Так, вот здесь смотрим, как у нас расположены нитки. Так, вот. Наклон влево. Все мы с вами проплели раппорт. Вот. И все нитки у нас расположились точно так же, как мы их здесь скрепили. Вот темные, вот светлые. Все. Дальше плетем опять с первого ряда. Так, доплела я последний ряд, 10-й. Но поскольку здесь, вот видите, углом, я решила проплести еще один первый ряд, чтобы выровнять. Ну вот, некоторые нитки уже заканчиваются. Ну вот, вроде бы выровняла. И смотрим, что получилось. Получилось у меня 13 раппортов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это готовое изделие. Тридцать 32,5 сантиметра. Значит, нитки еще остаются. Берем второй карабин. Это вот я вам показывала, фурнитура для сумок. И теперь должны закрепить точно так же, как и здесь. Так, мы должны все нитки вот так пропустить. И на обратной стороне с помощью иглы или крючка хвосты закрепить и спрятать.
Так, вот отсюда, от узла на ту сторону карабина. И вот сюда в узел можно протянуть. Протягивайте каждый цвет в свой цвет. Так, на обратную сторону вывели. И надо завязать узел вот здесь. Так. И в петлю. Затянули как следует. И теперь эту нитку выводим на ту сторону сюда, на ту и сюда. Но стараемся, как я говорила, попадать цвет в цвет. Ну, надеюсь, это понятно. В принципе, каждый может сшивать по-своему. Вот. И хвосты по мере возможностей подальше протянуть и спрятать. Затем нитки отрежем из оставшихся хвостов. Можно разделить на несколько ниток. Ну, это уже надо прикинуть. И связать что-нибудь еще светящееся. Ну, допустим, можно связать новогодние шары на елку. После того, как я закончила плести этот ремешок, расположить можно так, можно так. Взяла разграфленный пеноплекс. Вот я графила по 1 сантиметру клетка. 1 сантиметр, 1 сантиметр. Вот. Накладывала. И затем булавками прикалывала. Растягивала. И намочила. Чтобы был ровненько, аккуратно этот ремешок. Вот. Ну, потом высох. И вот такой ровненький получился. Так, ну, в готовом изделии 33 сантиметра. Плела это изделие вот по этой схеме. Можете делать скриншот и тоже по ней плести. Ну вот вроде бы и все, что я хотела вам показать и рассказать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.